Открываем парники первый раз за 2 недели. Ну и здесь у нас помидоры, батат. Все, отодвинул-ка? Да. Тянем, да? Да. Сперва спанбонд. Так как ветер, аккуратненько. Продолжаем сериал о безрассадном выращивании теплолюбивых растений. В этом видео мы открываем парники нашей конструкции, в которые 2 недели назад, помимо семян огурцов, кабачков и помидоров, также посадили и клубни батата для полностью безрассадного выращивания. Сначала по холоду в закрытом грунте под пленкой, а как потеплеет и полностью в открытом грунте. И покажем полив всходов прорастающих клубней батата дождеванием сифонным методом без насоса. Ого! Да, она лупит, глянь. И обычный полив дождеванием с насосом. Обрезку и посадку длинных черенков плетей батата, выросших из посаженных ранее маточных клубней. И мульчирование сена междурядий батата. Если что, как делали парник после снежного апокалипсиса в условиях без электричества, и как установили парник на грядку, а также посадку клубней батата в парники, и все подробности о целях эксперимента мы уже показывали в предыдущих сериях. Покажем, как мы поливаем дождеванием огород и без насоса, и без электричества. Перепад по вертикали от края бассейна вот до огорода 1,5-2 метра здесь. Так, это у нас будет грузик для конца шланга. Ну что, тонет? Тонет? Тонет. Легко. Нормально. Ну и самая главная часть полива сифонным методом — это подсос. Как говорится, не подсосешь, не польешь. О, уже? Ага. Слышно? Да, слышно. Слышно, как шипит. Да. Сейчас пойдет. Ой, облились. Веселуха. Веселуха. Мокрые Вот штаны. идет вода. Ну что, включаем. Ого. Да, она лупит, глянь. Да. На 2 метра, наверное, или на 1,5, да? Ну да, на 1,5 Ну, лупит. Ну, с леечкой же не сравнить, Нет, правильно? конечно. Конечно, можно и лейкой, но... Да, но видно, насколько слабенький напор. Ну и опять же, Каждую лейку набирать. да, это все набирать, это вон туда, за 40 метров пробежаться. Столько труда лишнего. Да. Ну а здесь у нас посажен батат клубнями для получения черенков, ну и потом для получения урожая. В прошлом году проверили, клубни тоже дают урожай. Урожай батата, выросшего из посаженных клубней. В общем-то, они лежат на той площади, где клубни были посажены. Нормально так получилось. Ровным слоем Заложили весь этот самый квадратный метр. Но апрель пока холодненький, и батат не то, что прям бушует, но растет потихонечку. И также нуждается в поливе. Ну что, уже даже здесь вот что-то взошло. Да, там были слабенькие вообще самые клубни. Даже маленькие. Да, там вот эти большие были, потом средненькие, потом самые маленькие. Ну что, наглядно видно. От самых крупных, средние, и там уже самые мелкие, даже он вообще маленькая. Так выглядели клубни 2 недели назад при посадке. Ну, смотри, как лупит. Да, Класс. Практически напор получается как с маломощных насосов. я бы сказала, напор для деликатного полива. Да. Ну так вот у мамани поливали там когда рассаду. Вот примерно так же было, только у нее насос качал там. Угу. Ну у нее там такой типа 200 ватт примерно, Угу. маломощный. Ну а здесь вот просто перепад 1,5-2 метра и вот такой напор. Вот. Кстати, опять дождик начинается. Но опять же, Да, где-то 1,5 метра. дождик начинается, но опять же полить-то в парниках нужно. Полить Парники-то были накрыты на все дожди. Но в парниках все-таки суховатая земля, вон она. Здесь вот. Видно вот насколько она просохла. Это вот все такое. Это весь огород поливался, поэтому даже вот сейчас дождик начинается моросить, но полить все нужно. Полить и накрыть.
Ну и все, парники политы и накрыты. Пусть растения растут. Все замечательно. «25 апреля, дождик идет практически каждый день, ну, можно сказать, что весь апрель, иногда перерывы там редкие». Сейчас уже 3 мая, преимущественно ясная погода, чистое небо, и хотя днем на солнце тепло, но ночью холодно, вплоть до заморозков. Поэтому на ночь парники дополнительно укрываем спанбондом, и по утрам спанбонд удаляем. И также в обязательном порядке по утрам открываем торцевые края парников для проветривания, чтобы лежащая на растениях роса успевала высохнуть до сильного дневного повышения температуры внутри парников. Поскольку в солнечную погоду температура в закрытых парниках под полиэтиленовой пленкой может быть и выше плюс 50 градусов, а избыток влаги на листьях опасен и заражением грибными заболеваниями. Возможен и перегрев растений вплоть до появления тепловых ожогов на листьях, потому что теплопроводность воды в 27 раз выше, чем у воздуха. Сухие растения могут выдержать даже температуру воздуха на уровне температур сворачивания растительного белка, то есть около плюс 50 градусов Цельсия, потому что температура самих растений ниже температуры воздуха. А вот с каплями на листьях в закрытых парниках растения при плюс 50 градусах Цельсия почти гарантированно получают тепловые ожоги в местах, где капли воды касаются листьев, потому что в закрытых парниках воздух слишком влажный. Вода не испаряется и нагревается на листьях до температуры воздуха и обжигает растения. Проветривание и уменьшает температуру воздуха внутри парника и удаляет воду с листьев. Это профилактика грибных заболеваний и перегрева растений. Кстати, в этот же день мы посадили и картофель. Земля уже достаточно прогревается за день на глубину посадки. Несмотря на холодные ночи, днем солнечно, тепло, и почва в глубине не успевает за ночь остывать ниже температуры прорастания картофеля. Если солнечно, мы проветриваем парники почти весь день. А ближе к вечеру, за 2-3 часа до захода солнца, когда в парниках уже не жарко, даже в закрытом виде, прекращаем проветривание и снова герметизируем парники, чтобы они успели накопить достаточно тепла, чтобы хорошо нагрелись воздух и почва внутри парников, чтобы как можно дольше сохранялось тепло во время ночных похолоданий. Явно, судя по тому, как прохладно сейчас вечером, обещаются снова заморозки, возможно даже сильные, поэтому дополнительно накрываем парничочки спанбондом. Мы специально не накрываем парники спанбондом сразу одновременно с прекращением проветривания, потому что полиэтиленовая пленка парников гораздо лучше спанбонда пропускает солнечный свет, и теплый воздух из-под полиэтиленовой пленки не выдувается ветром. Дело 2 секунд. Когда все готово, процесс весьма прост. Поэтому парники нагреваются вечером под пленкой заметно сильнее, нежели если бы мы сразу накрыли их и спанбондом. Спустя 1,5 недели, 11 мая, вечер, уже темно, время ближе к полуночи, и мы укрываем парники спанбондом в ожидании заморозков. Более ранним вечером не накрыли, потому что день и вечер были теплые, но в нашей местности погода может меняться очень резко, и часто бывают суточные перепады температур в диапазоне больше 30 градусов. Например, днем может быть плюс 25 градусов тепла, а ночью минус 10 градусов мороза. За треть века мы привыкли к таким изменениям, поэтому стараемся контролировать ситуацию, чтобы не потерять за один день труд, вложенный в течение нескольких месяцев. Ну что, пока накрыли, уже сколько там, почти 0 градусов, да? А это всего 11 вечера. Так что не зря накрываем, явно. Фух, холодина. Ну-ка дыхни. Что-то с тебя пара нету. Вообще, на самом деле, уже есть места и пониже нуля на участке, потому что спанбонд раскатывали, местами уже слои смерзлись. Так что где-то там в середине участка уже и мороз, хотя еще 12 ночи нет. Опа. А 12 мая утром после мороза все как обычно. Опять убираем спанбонд и приоткрываем, проветриваем парники на день. Несмотря на то, что по ночам температура в парниках гораздо ниже температур, при которых батат может расти. Дневного нагревания воздуха и почвы вполне хватает. Теплолюбивый батат, которому для активного роста нужно не меньше плюс 20 градусов Цельсия, все-таки растет и зелени явно прибавляется.
7 апреля мы посадили эти клубни батата в почву, когда многие из клубней, особенно средние и мелкие, были практически без ростков. А на 12 мая всходы зелени хорошо видно практически со всех клубней во всех 3 рядах. А во второй половине этого же дня, когда солнце уже не слишком жаркое, мы открываем парники полностью. Прям такие крепыши. Да. И на сегодня у нас в плане очередной полив батата. Всего 3-й раз за сезон, за этот, открыли парники и поливаем 3-й раз. Обычно поливаем больше, но в этом году прям... Да, обычно где-то раз в 3-4 дня, а тут... Раз в 10, а то и 14 дней поливаем. Сегодня 12 мая. Все это мы садили где-то 7-8 апреля. И то есть больше, чем за месяц, 3-й только вот полив. И, в принципе, растения выглядят хорошо. Поливаем, как и в предыдущий раз, сифонным методом, без насоса и электричества. Вода идет самотеком из бассейна. Полив всей площади грядки нам пока не нужен. Клубни батата занимают пока всего 3 метра на 10-метровой грядке. Да и дальше мы планируем поливать томаты, где нужен именно аккуратный полив, без сбивания всходов водой. Так что и батат поливаем аналогично, без насоса. Хотя здесь особая аккуратность и не нужна. Хочу отметить, что мы тут садили батат по размеру. Тут самые крупные, потом средние, потом самые мелкие. И вот ботва сейчас выросла самая лучшая у крупных бататов. Самая равномерная, да. меньше. Потом средние. И, ну, даже самые мелкие, самые-самые мелкие. Да, очень такие прям... Есть даже вот такое вот совсем махонькое. Ни о чем. Тоже уже пускают зелень. То есть все растет. С камерой. Моя шикарная тень. Вот. Ну, между тем, факт, да, именно самый Именно крупный, чем крупнее, да, он и тем прорастать он... раньше начинает, Да. и быстрее растет. И поскольку вечер явно холодный, по нашему опыту ожидается холодная ночь, а к утру могут быть и довольно серьезные заморозки. Так что накрываем закрытые парники и еще и дополнительно спанбондом. Пока такие ночки холодные, поэтому... Там просто посередине полови один камень. Все, отлично. В этот раз батат поливаю вместе со всем участком. Открыли парник. Сейчас пасмурно, солнца яркого нет. Как раз так вышло. Ну, немножко позакаляется, да и польется хорошо вместе со всем. Судя по тому, что зеленая ботва батата всего за 3 дня заметно увеличилась в размерах, несмотря на холодные ночи, в парниках днем даже с сенной мульчой почва на глубине корней батата точно прогревается до температуры активного роста, то есть выше плюс 20 градусов Цельсия. Видно, что к этому времени ботва, выросшая из крупных клубней, в ряду вообще сомкнулась полностью, и ряд выглядит сплошной зеленой полосой. Так, отправляемся. Опа! Да, поехали. И пока мы много дней плавали, путешествовали, любовались белыми берегами и песчаными пляжами Хопра и Дона, наслаждались утренними туманами, восходами и закатами под концертным местах обитателей, кстати, ссылкой на путешествие под фильмом. И огород в целом, и наши безрассадные теплолюбивые культуры в парниках тоже, конечно, не сидели на месте. 27 мая. 1,5 недели парники стояли закрытые, полностью без ухода, пока мы были на сплаве. Плавали по Хопру и Дону. Посмотрим, что здесь сейчас произошло. Впрочем, стояли, конечно, с хорошей вентиляцией, с открытыми торцами, частично приоткрытые борта. Достаточно хорошие зазоры, чтобы вентиляция была и в середине, а не только на торцах, здесь и там. Ну вот, на этом в 2 местах приоткрыто. Здесь в одном месте приоткрыто, потому что здесь батат. Ибо можно и пожарче. Так, что там с бататом у нас за это время произошло? О, да он там уже междурядье сомкнул рассадник бататовый. Здорово.
Скоро можно будет плети резать, рассаживать. Дожди вот пройдут, возможно, займемся. Ну и сейчас план такой, поскольку идет дождь и прекращать пока не планируется. По прогнозу ближайшие 2-3 дня дождь. Наверное, придется все-таки залезть, парники открыть. Сюда наложим сено, чтобы пролезть не по грязи. Повыдергиваем колья, да, и откроем парники. Кстати, что интересно, мошкара была и на сплаве у нас, и здесь ее много тоже, и здесь она летает. Это странно. Обычно ее как-то нету. И, конечно, косить сейчас, сушить не получится. Сено высокое, уже выше колена. Давно пора. Но сейчас воспользуемся прошлогодним, которое даже не косили, а просто граблями сгребали. На всякий случай втыкали колья вот так вот, по 2 штуки вместо одного. И под углом и в разные стороны. Один так, чтобы, если будет ветра, пока нас нету, чтобы все нормально было, чтобы не сорвало пленку, потому что еще и борта приоткрыты. На проплешинах, сделанных для проветривания, вставляли тоже по 2 кола, но они со смещением для натяжения пленки. То есть так вот они здесь бы должны стоять, а мы их просто сюда дальше оттянули, и это позволило пленку сюда, в сторону отодвинуть. Ну и вот, соответственно, вот такой зазор, через который нормально проходит воздух туда внутрь. В всяком случае, помидоры не сгорели, зелененькие стоят. Такой зазор. Танюха сейчас занята другими делами, так что как раз покажу, как у нас открываются длинные 10-метровые парники в одиночку. Конечно, делать подобное желательно, когда нет сильного ветра. Кстати, когда пленка мокрая из-за капель воды, она более тяжелая, с ней проще работать. И тяжести самой пленки и массы стальной бортовой проволоки достаточно, чтобы парниковое полотно спокойно скатывалось по дугам на тропинку и никуда не улетало. Батат бушует. Что там уже за плети? А? Да, уже такие сантиметров по 20. Точно есть. Есть даже, наверное, сантиметров 30. Хорошо. Значит, скоро уже будем рассаживать. Видимо, в начале июня выйдет. Сегодня 27 мая. Ну и хочется посмотреть, насколько сено помогло 1,5 недели продержаться в земле без полива. Сверху сухая, конечно. Ну вот, на вот такой глубине есть почва, которая сжимается в комок даже. Где-то сантиметрах на 3. Здесь вот с краю, где по пленке стекала вот сюда вода, вот так вот. Так, раз. Смотрим. Тут вот сырая земля заканчивается. Но здесь вот туда, вглубь, она пропитывается. Помидоры вот они рядом. Скорее всего, они уже достают туда корнями. Хорошо. Ну и понятно, что нам очень интересно было, получится ли у нас и попутешествовать, и так, чтобы в парниках выжили. Все отлично. В принципе, сильно холодно и не было. Можно было бы парники открытыми оставить, но мы ж не знали, как оно будет. У нас-то в это время может быть и -5, и -8, даже в конце мая. Ну, в этом мае повезло. А проветривание помогло справиться с перегревом. Ну и воды с мульчированием явно хватило. Так что и впредь будем знать, что вполне вот так можно нам оставлять помидоры, батат, огурцы, кабачки и уезжать надолго, на неделю, на 1,5, а то и на 2. Смело. Никакой катастрофы там нет. Ну и понятно, что ухода у них практически не было как такового. Очень редко мы к ним подходили, очень редко. Буквально несколько поливов и все. Ну и дождь пошел, а значит и растения в парниках хорошо польются. Отличный дождь идет, уже лужи стоят.
Так что промочат и сено. Правильно сделали, что не стали шлангу тягать по грязюке там. Так что все поливается, все нормально. Который раз уже наливает практически полный водомер наш. Просто неимоверно осадки в этом сезоне. Здесь вот корыто пустое было в начале сезона. Видно, насколько много воды. Годовая норма осадков практически. Налило буквально за 1-1,5 месяца. 4 июня мы убираем пленку. Не похоже, что будут заморозки. Да и растения уже больше дуг, они уже за пределы парников выходят. То есть накрытие безболезненное не получилось бы. Поэтому уже все коли убрали. Сейчас вытянем проволоку и свернем пленочку. После недавних дождей мы батат уже и не накрывали парником. Было достаточно тепло, если помните, мы открыли батат буквально по дождю и в пасмурную погоду. Так и получилось естественное плавное начало периода закаливания. И на данный момент батат уже стоит полностью без парника около недели. Зеленая ботва привыкла и к смене температуры в течение суток, и к прямому солнцу. Батат уже хорошо закаленный для условий открытого грунта. А бататовые плети уже достаточно длинные, чтобы можно было их срезать и высаживать, как мы и планировали для экспериментальной посадки этого сезона. Как обычно, перед посадкой батата мы рыхлим трехзубым рыхлителем нашу тяжелую глинистую почву, чтобы сделать ее более рыхлой и менее плотной. Рыхлим довольно глубоко. Проводим рядки под батат 3 метра в 3 ряда и 3 метра в 2 ряда. Хотим экспериментально выяснить оптимальную густоту посадки. На 4 июня бататовый рассадник достаточно у нас серьезно загустился уже, закустился. Ну, уже есть нам сантиметров по 40 черенки, вот мы их сейчас и посадим. Ну, вот уже вот такое уже есть. Вот. Раз 20 сантиметров, два 20 сантиметров. Да, неплохо. Да, уже можно сажать. Здесь вот еще длиннее даже есть. Да, хорошенькие. Наверное, уже Да, почти 50 сантиметров. по 45, почти по 50, да. Опа. Первый череночек. Ну, такой череночек. Значительно Сантиметров более 40. длинные, Да. более рано, Да. чем в прошлом году. Это получается у нас где-то мы на полмесяца раньше будем высаживать. Мгм. На полмесяца раньше у нас получилось прежде всего за счет более ранней посадки клубней батата в парники. Верхушку вот так вот вверх делаем, этот сюда. И вот так вот край засыпаем, чтобы верхушка оставалась над землей. Ну а концы вот эти обрезанные в этот раз закапываем. Разумеется, мы специально выбрали для посадки батата именно вечернее время, когда уже не слишком жарко и срезанные черенки гораздо меньше вянут. Стараемся землей обжимать достаточно плотно, она у нас в этот раз не слишком влажная, поэтому обжимаем достаточно плотно, ну и потом уже польем, промокнет. Стараемся аккуратно выводить черенки листьев с листьями над землей. Это здорово, что у батата, он когда плетется по земле, листья расположены именно с одной стороны. Напоминаем, что вот этот зеленый бататовый рассадник, в котором мы выбираем для посадки сейчас и срезаем черенки, он тоже планируется использоваться для получения урожая. То есть именно урожай будет получен именно из клубней. Мы уже проверяли, растет. Но это все мы рассказывали уже в предыдущих сериях этого эксперимента. О, череночки. Клубни батата мы сажали на длине грядки всего 3 погонных метра. Конечно же, побегов, которые выросли, хватит на гораздо большую площадь. Но мы, конечно, все срезать не будем, потому что не хочется слишком сильно обеднять сами клубни, потому что из них все-таки тоже планируем получить урожай. Почти досадили. Уже и солнце садится за горизонт. И мы досаживаем батат. Красота.
получается тут конец ряда уже, да? Угу. Что, получается сплошной ряд Да. посаженный. Да. Сплошняком. В этот раз без отдельных гнезд. Вот именно, грубо говоря, почти цельно лианой получилось. Да. Без Лента разрывов. такая, да, идет. Полностью без разрыва. Они даже примерно вот так вот где-то пересекаются. внахлёст. Мгм. Стараемся внимательно следить, чтобы черенки все-таки были засыпаны землей. Если вдруг видим, что плохо засыпано, плохо обжато, прижато, то нагребаем еще земли и уплотняем. Чем лучше будет контакт черенков с землей, тем, конечно, больше шансов, что более быстро вырастут там и корни, и черенки в итоге укоренятся более быстро в целом. Наши предыдущие эксперименты показали, что посаженные таким образом черенки батата вполне могут формировать корни и корни клубни по всей длине черенка. Причем они получаются довольно выровненные по размеру при уборке урожая. Размер гораздо более выровненный, чем при посадке короткими черенками или при посадке самими клубнями. Что, еще одну сюда, наверное? Да, наверное, влезет еще одна. Еще одна будет. Да, легко. Сейчас пойду срежу. Держи. Последняя такая красивая. Большая. Так, немножко так подальше ее сюда. С большим перехлестом. С большим перехлестом. Все, Супер. Все. полить. Получается у нас 3 метра 2 ряда и 3 метра 3 ряда. тройной заход. А урожайность сравним, посмотрим. Простой такой способ приблизиться к наглядному определению, Да. как сажать. Сразу на батат. Сейчас замульчируем, а потом будем поливать, чтобы листики чистые оставались. Все было красиво. Ну все, ты таскай, я буду закладывать уже. Давай. Как обычно, сенная мульча у нас решает множество разных задач. Например, позволяет уменьшить частоту поливов в 2-3 раза и снижает перегревание почвы в жаркие периоды сезона, когда температура воздуха в нашей местности поднимается до плюс 40-50 градусов Цельсия и даже выше. Сенная мульча в течение сезона почти полностью перепревает и поставляет постепенно в почву органические удобрения в виде перегноя. При этом увеличивается и концентрация углекислого газа, и влажность в приземном слое воздуха, что тоже улучшает развитие растений. Конечно, уменьшаются суточные колебания температуры почвы. От смыкания ботвы батата в междурядьях сено подавляет всходы большинства сорняков. Разумеется, улучшает сенная мульча и структуру почвы, поскольку помимо предотвращения образования почвенной корки, постепенно перепревает и вещества перегноя улучшают структуру, как проникая в глубину, так и структурируя поверхностный слой почвы. Стараемся укладывать сено так, чтобы под ним не оказывались листья. Потому что листья под сеном без доступа света попросту пожелтеют и сгниют. А они нам нужны именно для фотосинтеза, для начального роста. Сразу, как только появятся корни, эти листья понадобятся. По возможности мы стараемся их сохранить как можно в большем количестве. Поливаем, воды не жалеем, потому что вы видели, что почва не слишком была влажная, поэтому стараемся запас воды дать такой, чтобы хватило точно, чтобы батат как можно дольше лежал именно во влажной почве, чтобы черенки соприкасались с водой в почве и чтобы росли корни. Ну что, здесь не слабо так проредили. Да. Даже проплешины прям видно, да? А этот замуровали. Да, демона замуровали точно. Посадка батата. Или замуровка. Да. Ну что, полит, полит. Посажен, полит. Посажен, полит. Ждем Все. урожая. Ждем урожая, да. Вот пока и все.
Продолжение следует. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки, И подписывайтесь на наши каналы и на Ютубе, и на Дзене. чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. И напоминаем, что наши видео бесплатны для всех. А публикация новых видео и существование всех наших каналов из-за отключения монетизации сейчас буквально зависят от нашего голого энтузиазма и помощи зрителей. Вашей помощи. Поэтому любая ваша посильная поддержка лайками, подписками, ссылками на наши видео друзьям, а также и посильная денежная помощь нужны сейчас нашим каналам особенно. И актуальные данные для финансовой поддержки можно найти в описании под нашими видео и в описании канала. Заранее всем спасибо. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия, Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. И напоминаем, что все наши эксперименты проводятся и технологии выращивания с рекордными урожайностями разрабатываются нами уже треть века в условиях зоны крайне рискованного и неустойчивого земледелия. Да, теперь будет экстрим купания. Ай, не могу даже смотреть. Боже, я-то знаю, как это холодно. А он ушел под воду. Ох, мне дурно, если честно, ребята. Мне дурно. Он под водой вставляет шлангу. Напоминаем, что мы выращиваем все растения в жарком климате ростовских, луганских степей. В условиях, где температура воздуха в сезон бывает и выше плюс 40, И температура выше 40 вообще в порядке вещей. и выше плюс 50 градусов Цельсия. А наша глинистая почва легко нагревается и до плюс 70 градусов.